Здравствуйте, друзья! Так, у меня зимовала мускусная роза Heavenly Pink. Сейчас я буду показывать ее обрезку. Она у меня пригнута. Отличная зимовка была. Видите, уже листики распустились. Розы начали вегетировать под укрывным материалом, потому что у нас было очень жарко. И это у меня букаву. Буке парфе. По всей длине перезимовал, уже выпустил листики. Балерина. Всем нравится она. То же самое, все до кончиков. Это гирлянда Амур. У меня на 3-й год решила все-таки стать плетистой. Итак, друзья, как и обещала, буду показывать обрезку мускусной розы на примере розы Heavenly Pink. Если кто-то смотрел мои видео в прошлого года, я весной уже показывала обрезку этого куста. И также дальше буду продолжать показывать именно этот куст, чтобы вы видели разницу, потому что роза уже стала на год старше, у нее стало больше побегов. Некоторые побеги уже 3-летние. Я их все оставляю, потому что они делают кусту форму. То есть вот эти вот старые, как бы, да, 3-летние побеги, они составляют костяк этого куста. И я их не удаляю. Многие говорят, что они неохотно дают базальные побеги, но, как видите, у меня очень даже неплохо она дает их. И каждый год вот такие вот мощные побеги растут от прививки. Итак, друзья, вот эта ветка, она уже старая. Это видно по коре. Видите, уже кора у нее вот рядом молодая веточка, она зеленая, а вот эта ветка, у нее кора уже вот такая вот. Видно, что старая, или 3, или 4 года ей, я уже не помню. И она обросла уже новыми веточками. Вот они идут, веточки 2-го порядка. Вот они. А от этих веточек 2-го порядка идут вот такие мелкие веточки 3-го порядка. Итак, смотрите, мы привыкли обычно у других групп роз удалять вот такие вот маленькие тоненькие веточки. Здесь этого делать ни в коем случае нельзя. То есть, если мы вот эти вот все ветки удалим, мелкие, ей не на чем будет цвести. И поэтому даже вот такие вот крошечные, тонюсенькие, самые маленькие веточки, на концах мы их все оставляем. Если кто-то видел, как цвела именно эта ветка в прошлом году, вот, как бы, да, в других видео я показывала, как она цветет. Это вот все, вот эта шапка цветов, и это одна ветка. Например, вот эта ветка 1-летняя. У нее нет боковых приростов, у нее только распустились вот эти вот почки, видите? Вот она зацветет позже. А вот эта вот веточка, которой 3 года, она зацветет самой первой. И эта волна, это будет шапка цветов очень обильно. Так что вот эти веточки, самое главное, не удаляйте. И я даже не буду вот эти срезы обновлять, потому что здесь уже все равно, на какую, на наружную или на внутреннюю почку, я даже не смотрю. То есть все так же, как на плетистых. Здесь это как бы не имеет никакого значения. Главное все это оставить. Побеги, они тоже подлежат удалению. Вот эти вот побеги то же самое. Все на удаление. Это был слепой побег. Его тоже. Вот этот побег, он идет внутрь. Смотрите, но он такой ровный, красивый, большой. Я его оставлю. Потому что он как бы ничему у меня тут не мешает. Вот он побег мелкий. Он перетирается вот с этим. Поэтому мы его удаляем. Вот такие вот побеги, они не нужны. Толку с них не будет. Вот этот высох. Как бы все. Просто разделите куст, отделите вот эти ветки ваши, и вам все уже будет видно, что где чему мешает. Повторюсь, я стараюсь центр куста всегда освобождать. Если вот эти вот побеги меленькие, они идут в центр, я все равно их удалю.
чтобы у меня куст проветривался. Вот этот удалю. Ну, этот на наружную почку можно. И этот тоже самое. Я его на наружную почку. Этот маленький, ненужный. Здесь мы обновим срез просто. Здесь тоже обновим срез. То есть вот с этой веткой все. Мы все сделали. Так вот, когда роза уже большая, сложно понять в сумме, что тут у нас делается. Нужно просто каждую веточку рассматривать индивидуально. Вот так вот ее стараться отделить и смотреть, как ее порезать. Вот такие вот мелкие побеги внизу основания, видите, они нам не нужны. Я их тоже убираю. Вот так под самое основание. И вот этот меленький, он тоже не нужен. Вот этот. И этот. И эти. Никакие не нужны. Этот нужно вот так порезать. Вот этот отрежем побег. Вот он побег идет снизу. Ну, так как у нас куст, смотрите, какой мощный, широкий, большой. И я вот этот побег удалю без сожаления. Он образует очень много мелких веточек. Я знаю, что они все будут цвести, но они внизу куста. Он уже не даст никакого сильного прироста мне. И он уже как бы двухлетний, поэтому я вот здесь вот его удалю. И если есть какая-то почечка вот здесь у основания, у этого побега, сильная, я ее оставлю. Но в моем случае ее нет. И я этот побег удалю совсем. Вот так. Вот эти тоже удаляем. И вот этот удаляем. Центр куста мы расчистили от мелких веток. Будем сейчас работать с вот этими ветками. Однолетняя ветка. Я ее обрезаю на наружную почку. Здесь то же самое. Однолетняя ветка на наружную почку. Вот так это выглядит. Вот эта ветка двухлетняя. Смотрите, вот она основная идет веточка, а от нее вот пошли веточки второго порядка. Раз, два, три. А вот еще 4. Они все длинные и перезимовали до самых кончиков. Мы эти веточки также прирезаем на конце вот на наружную почечку. Вот она ветка на наружную почку ее. Вот эта ветка тоже на наружную почку. Вот это у нас выбилась длинная, мы ее потом укоротим в конце. Вот она тоже двухлетняя ветка. Видите, какая толстая. От нее пошли веточки второго порядка. Все это мы оставляем. И также смотрим. Вот она на наружной почке уже. Потом вот эта ветка второго порядка. Тоже на наружную почку. Здесь все хорошо. И здесь то же самое. На наружную почку. Весь вот этот вот. Всю ветку мы оставляем. С розы гирлянда Амур все то же самое. Поднимаем к опоре. Вот эти вот толстые ветки. Фиксируем по минимуму обрезки. Только все засохшее. Какой-нибудь не перезимовавшие. Вот такие вот однолетние побеги, которые не дали хороший прирост. Прям под основание. Они вдобавок еще идут и в середину куста у меня. Этот не буду удалять. Так что вот так вот поднимаем, каждую веточку распутываем. И вот так вот
подвязываем. Кустик гирлянда амур я зафиксировала в стоячем положении, чтобы он нам не мешался. А вот этому кусту мы сейчас будем придавать высоту. Для этого нужно вот эти вот веточки все немножечко подобрать, чтобы он у нас принял какую-то форму уже законченную. И отойти подальше, для того, чтобы оценить, какая высота нам нужна. Ну вот смотрите, я буду ориентироваться вот по этим веткам. Здесь где-то высота 1,20 м. Больше мне он и не нужен. И на эту вот высоту я буду сравнивать вот так вот весь куст, чтобы он у меня цвел на примерно одном уровне. Чтобы увидеть габариты куста, я его поставила в кустодержатель. Так проще будет определиться с высотой. Видите, вот эти вот ветки выбиваются из нашей формы. Вот она тоже ветка. Вот это и вот это. Мы их удалим. Так, вот это вот уже от другой розы ветка. Вот так. Я их подровняю. Примерно на одну высоту. Вот эта ветка, как бы ее не было жалко, видите, но она выросла мне такая длинная, не нужна совсем. Я ее вот так вот убираю. В результате у нас получился такой вот аккуратный, на мой взгляд, кустик. Со всех сторон вам его покажу, чтобы было понятнее. Высота где-то на уровне 1,20 м, 1,30 м. Вот так выглядит обрезанная роза сорта Heavenly Pink.